Здравствуйте, дорогие друзья, и спасибо, что заглянули ко мне и сегодня на мой канал, на котором мы с вами готовим косметику только из чистых натуральных продуктов и очень, самое главное, доступных продуктов, которые вы можете найти у себя в кухне. Дорогие мои, сегодня я хочу, чтобы вы вместе со мной сделали такую интересную, простую маску, которая состоит буквально из 3 ингредиентов. Ну и, конечно же, мы потом добавим маслице, и я сейчас скажу, какое. Итак, для этой маски нам понадобится 1 или 2 столовые ложки молока, будем смотреть по консистенции, 1 чайная ложка сухих дрожжей. Если у вас нет сухих дрожжей, вы можете взять самые обыкновенные, довести их как бы до комнатной температуры, и чтобы они стали такими эластичными. И потом их добавите в эту маску. Это возможно. И 1 чайная ложка касторового масла. В завершении мы с вами добавим витамин молодости, витамин Е, буквально 5 капелек. И для запаха мы добавим 1 капельку эфирного масла. Я решила сегодня добавить вот такое лавандовое. Мне как раз моя подружка буквально в прошлые выходные подарила. Вот я хочу попробовать его. Если у вас нет лавандового, вы можете взять абсолютно любое, которое у вас есть, цитрусовое или какое-либо еще другое. Ну что, вначале мы с вами введем немножко молока. Молоко мы вводим на глаз. И постепенно вымешиваем его. Наберитесь терпения, потому как все нужно хорошо вымешать, чтобы не было никаких у вас комочков. Тогда наша маска будет наноситься очень хорошо на лицо. Все, у меня уже, видите, стала она такой вот тягучей. И все комочечки растворились. Добавляем касторовое масло. Все это также тщательно вымешиваем. Молоко нам уже с вами больше не понадобится. Консистенции мы достигли той, которая нам нужна. Можем его отставить. И добавляем витамин молодости. Витамин Е. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 капель. Отставляем его. Еще раз вымешиваем. И теперь добавляем 1 капельку эфирного масла. Повторюсь, масло может быть любым. 1 капельку. Теперь это все хорошенько вымешиваем, чтобы и вновь добавленные компоненты вошли во взаимодействие с предыдущими. А какой у нас уже запах! Маска пахнет великолепно, потому как не все любят запах дрожжей. Они имеют сами, понимаете, специфический такой запах. А когда мы добавляем капелюшечку эфирного масла, маска делается просто-напросто волшебной. Все, дорогие мои, вот так она выглядит. Теперь мы делаем тест на аллергенность, умываем личико и встречаемся в ванной комнате. Дорогие мои, вот такой у нас с вами получилась маска сегодня. Сделав тест на аллергенность, если у вас все с вами хорошо, ничего не чешется, не покалывает, приступаем к нанесению нашей маски на чистое лицо по массажным линиям. Пахнет маска за счет эфирного масла великолепно. У меня лавандовая сегодня, вы можете добавить любое другое, которое вам нравится. И эта самая капелька эфирного масла, она убьет вот этот немножко неприятный запах дрожжей. Тот, кто не любит, тот будет рад этой капельке, которая перебьет этот запах специфический. Маска совершенно потрясающе подтягивает ваше лицо за счет дрожжей, в которых очень и очень много полезных микроэлементов и минералов. В дрожжи входит и марганец, и медь, и железо, и различные витамины группы В. Ну, в общем, это суперпродукт для нашего лица. В отличие от того, что лучше дрожжи не употреблять в пищу. Это я вам говорю как нутрициолог. Все эти хлеба, которые мы раньше выпекали на дрожжах, сейчас лучше
не использовать их в пищу, потому как это плохо влияет на микрофлору нашего кишечника. Но об этом не будем, лучше зайдите ко мне на канал и посмотрите все о здоровье желудочно-кишечного тракта и кишечника, и микрофлоры, микробиота и так далее. Сегодня мы с вами делаем маску. Так вот, возвращаясь к дрожжам, это суперпродукт, полезный и чудесно подтягивающий нашу кожу. Он дает нашей коже лица такую упругость. После того, как вы смоете эту маску, вы будете просто сиять, потому как цвет также выровняется. Мы ведь в эту масочку добавили еще и молоко. То есть маска чудесна. Мы ее наносим одним слоем, будет достаточно, потому как при высыхании у вас будет такой эффект, знаете, такой вот прям куколка фарфоровая. Маску можно наносить также на зону декольте, на шею. И держим ее 15-20 минут. Затем смываем с помощью, можете взять ватку какую-то, можете взять спонжик, как вам будет угодно. Можно вообще просто пальчиками. Хорошенечко все смываем. И наносим свой уходовый крем. Потом легкий макияж и идем украшать мир. Как только маска заканчивается, вы ее не делаете в течение месяца, чтобы у вас не было привыкания кожи лица к одному типу масок. Маску делаем раз в 3 дня. И здесь у нас ее буквально на 3-4 раза. И как только она заканчивается, вы делаете перерыв, как я уже сказала. Ну что, мои хорошие, будьте все здоровы, молодые, красивые. И спасибо, что вы посещаете мой канал, и вас становится мне все больше и больше. Всех я вас очень люблю и благодарю за ваши визиты. Всех вам благ, до новых встреч, до новых полезных рецептов. С вами была любящая вас Виктория. Пока!